то, что ты называешь миром, лишь одна частота восприятия. Стоит сместить точку сборки, и реальность вспыхнет 1000 новых оттенков. Через 5 минут я покажу тебе технику, которую толтеки хранили в секрете 1000 лет. Сдвиг точки сборки. Глубокое руководство по управлению восприятием реальности. Прикосновение к игле. Во внутреннем коконе каждого человека желтым огоньком пульсирует точка сборки. Пока она неподвижна, ты видишь привычную картину мира. Стоит сместить иглу, и реальность вспыхивает новыми спектрами. Почему же игла? Это метафора, пришедшая из описаний Карлоса Кастанеды и шаманских традиций. В их концепции точка сборки описывается как яркая точка света, фиксирующаяся на поверхности энергетического кокона человека. Нечто вроде иглы, на которую нанизано все наше восприятие мира. Это видео — развернутый практически атлас по управлению восприятием без излишней мистификации и воды. Чувствуй глубже. Ты знаешь больше, чем думаешь. Что такое точка сборки? Точка сборки — это энергетический центр восприятия, который существует в энергетическом теле человека, известном как энергетический кокон или аура. Представьте ваше энергетическое тело как яйцо из света и энергии, внутри которого существует маленькая точка яркого света. Именно эта точка отвечает за то, какую реальность вы воспринимаете и как вы интерпретируете все происходящее вокруг. Этот термин впервые был введен Карлосом Кастанедой, знаменитым автором и исследователем шаманских традиций индейцев-толтеков, но понимание точки сборки выходит далеко за рамки его книг. Это универсальный эзотерический принцип, присутствующий во многих традициях мира. Как работает точка сборки? Ваш привычный способ воспринимать мир обусловлен фиксированным положением точки сборки. Это похоже на радиоприемник, который настроен на одну волну и принимает сигнал именно с нее. Однако, если изменить частоту настройки, вы начнете слышать другие каналы, ранее недоступные. Когда точка сборки находится в обычном положении, вы воспринимаете привычный мир: работу, дом, социальные взаимодействия, бытовые заботы. Но стоит вам сдвинуть ее хотя бы на небольшое расстояние, и вы начинаете воспринимать реальность совершенно по-иному. Вы открываете двери в миры осознанных сновидений, духовных измерений, астральных путешествий и глубоких интуитивных прозрений. Что дает осознанный сдвиг точки сборки? Глубокое расширение сознания и видение мира таким, какой он есть на самом деле. Выход на новый уровень личностного роста и духовного развития. Возможность осознавать скрытые энергии и намерения людей. Доступ к тонким мирам и другим измерениям. Повышение интуиции, ясновидения и способности управлять собственной жизнью. Энергоструктура человека. 3 несущие опоры. Энергетическое яйцо. Световой овал радиусом чуть больше размаха рук. Его внутренняя стенка усеяна микроскопическими датчиками восприятия. В обычном состоянии активен лишь тонкий экваториальный пояс датчиков, формирующий привычную сенсорную ленту. Узловые центры. Чакры, дантяни, вихри, силовые порты, где прана сжимается в спирали, наполняя близлежащие датчики энергией. Чистые узлы равно стабильная, предсказуемая картина мира. Забитые узлы равно узкий тоннель восприятия. Точка сборки в режиме по умолчанию висит за правой лопаткой на уровне сердца. Здесь концентрируются фильтры: язык, культурная прошивка, память рода. Перемещаешь точку, сдвигаешь частоту фильтров, открываешь скрытые каналы информационного спектра. Ключ — мысль. Координата точки сборки — частота радиоприемника. Поменяй частоту, словишь неочевидные передачи. Кто и зачем двигал иглу?
Почему именно игла? В шаманских описаниях точка сборки часто выглядит как остроконечное светящееся образование, втыкающееся в энергетическое яйцо снаружи или изнутри. Она фиксирует восприятие, как игла, которая удерживает ткань на месте. Пока она стоит в одной точке, ты видишь мир, как все. Но если сдвинуть иглу, ткань восприятия меняется, как будто радиоприемник перескакивает на другую волну. Теки учили сдвигу угла силы после 3 лет безукоризненного молчания. Тантристы называли ее Тирта-дворой, порталом взгляда, стирающим узоры кармы. Дзогчен-йогины описывали смещение как прорыв ясности, рикпа. ФМРИ сканы таких практиков фиксируют нетипичную активацию теменной коры и затухание сети автобиографического режима мозга, научный след древней технологии. 3 рычага, которые действительно работают. Плотность праны, запас свободной энергии. Чем она выше, тем слабее скобы удерживают иглу. Чистое намерение — не мысль, а магнитный вектор. Ощути его, как расплавленное золото, стекающее в сердечный центр. Внутренняя тишина, отсутствие ментального шума. Внутренний диалог — клей, который приклеивает иглу к знакомой координате. Соедини рычаги, получишь катапульту, способную отбросить восприятие в любой из 1000 доступных слоев. Подготовка сосуда. Тело, эмоции, ум. Телесная алхимия. 21 день 5 тибетцев смазывает меридианные шестеренки. Утренняя вода с куркумой плюс немного гималайской соли выводит токсины, утяжеляющие кокон. Короткие холодные обливания, 30 секунд контраста, затем утепление, чтобы закалить нервную миелиновую проводку. Эмоциональная нейтрализация. Журнал тени. Вечером фиксируй 3 сильных эмоции и скрытую пользу каждой. Освобождает энергию, прятанную в реакции. Техника. 30 спокойных вдохов. При всплеске эмоций. Глубокий вдох 5 счетов. Задержка 2. Медленный выдох 7. Повтори 30 раз. Эмо-вихрь гаснет. Ментальная диета. Мини-ретрит молчания. 60 минут в день без речи, гаджетов и чтения. Страж мысли. Каждые 2 часа спрашивай. Кому принадлежит эта мысль? Если ответ из головы — отпусти. Если голос сердца — слушай. Контроль-пункт. После 10 дней подготовки сними краткий аудиодневник. Голос станет глубже, паузы длиннее, а взгляд спокойнее. Это маркеры готовности. Базовые методы смещения. Протокол «Лунный портал». Осознанный сон. Подготовка. За 60 минут до сна выпей воду. Плюс 1 чайная ложка семян чия. Стабильный гликемический фон, широкий, стабильная ясность. Намерение умножить на 12. Я увижу свое светящееся яйцо и смещу точку сборки. Активная фаза. Во сне найди яркую искру за спиной, коснись ее ладонью и протяни вверх на ширину ладони. Фиксация. Медленно считай до 10, сканируя измененные цвета, звуки, текстуры пространства. Утром запиши все сразу, память снов тает. Дыхание орла. Дневная техника. Встань лицом на восток. На вдохе поднимай точку до макушки, вытягивая позвоночник. Представь, как голова упирается в небо. Задержи дыхание 5 счетов. Игла дрожит в верхней позиции. На выдохе опусти ее к сердцу, раскрывая грудную клетку. Повтори 12 циклов. Финальный выдох задержи на 10 секунд. Пауза обретающего силу. Ночью при одной свече сядь перед зеркалом. Смотри в зрачки без моргания 3 минуты. Лицо поплывет, черты спутываются. Шепотом спроси: «Где мой взгляд мира?» Легкий толчок под правой лопаткой, игла готова к перемещению. В этот миг можно задать любой вопрос. Ответ придет образом. Продвинутая картография. Координата, переживание, потенциал риски. +2 вверх. Мир, лучистые потоки.
Слышна песня эфирного ветра, спонтанная телепатия, головокружение. 3 вниз, погружение в коллективное бессознательное. Всплывают архетипы, глубокий психоанализ, эмо-бури. Плюс 1 вправо. Раскрывается тонкий слух. Слышны вибрации планет, аудио-ясновидение, звон в ушах. 2 влево. Всплывают хроники прошлого, яркие ретроспекции, лечение родовых сценариев, ностальгическая меланхолия. Записывай координаты и эффекты. Так ты создашь личную карту многомерности. Интеграция и заземление. Дневник сдвигов. После каждой сессии фиксируй дату, метод, ощущение тела, эмоции, инсайты. Через 30 дней увидишь закономерности, локации, где энергия течет свободно, и узлы, требующие проработки. Методы возвращения. Контрастный душ, фокусируясь на стопах. Чай из имбиря, корицы, мелиссы. 10-минутная прогулка без обуви. Применение инсайтов в быту. Дизайн идей. Запиши 3 конкретных шага, как применишь полученные озарения в работе, отношениях, творчестве. Напоминалка в смартфоне. Через 48 часов проверь, внедрены ли шаги. Это заякорит новый диапазон восприятия. Красные флажки, когда делать паузу. Симптом. Что делать? Тянущее ощущение пустоты под грудной костью больше 12 часов. 3-дневный перерыв, теплый суп, прогулки, общение с друзьями. Зрительные вспышки без внешнего света. Уменьши практики на неделю, займи руки ремеслом. Навязчивые образы разрушения. Работа с психологом или наставником, плюс заземляющие упражнения. Часто задаваемые вопросы. Можно ли сместить точку сборки мгновенно? Теоретически да, практически неподготовленный ум перегорит. Иди ступенчато. Как понять, что точка вернулась? Мир снова плотный, цвета нормализуются, эмоции ровные. Нужен ли учитель? На старте желателен. Позже пробуждается внутренний страж. Практический марафон 21 день с иглой. 1.7, 5 тибетцев, плюс журнал тени. 8-14. Добавь дыхание орла после рассвета. 15-21, 2 раза лунный портал, ночью. В финале сравни первые и последние записи дневника, вкус мира сменит оттенок. Совет. Пропусти день номер 11, встрой окно творческого хаоса. Контраст усиливает закрепление результата. Расширенные техники для готовых. Аудио якоря 432 Гц. Слушай 8-минутную петлю чистого тона 432 Гц, фокусируясь на шишковидной железе. Игла отзывается легким покалыванием и стремится вверх. Кристалл-маяк. Держи в руках горный хрусталь. Представь, что точка сборки привязана серебряной нитью к вершине кристалла. Подними кристалл на уровень 3-го глаза. Игла тянется за ним. Аромат-триггер. Ладан Сомалия, смола с высоким содержанием монотерпенов. Они повышают альфа-ритмы. Один вдох, игла смягчает фиксацию. Финальная нота от наблюдателя к творцу. Точка сборки – подвижное окно. Пока им управляет социальная прошивка, сценарий твоей жизни пишет алгоритм культуры. Научишься смещать окно. Станешь режиссером. Ответственность возрастает, но за ней приходит вкус подлинной свободы. Пусть это станет твоей маленькой тайной, которую ты раскрываешь миру лишь через сияние глаз. Если материал резонирует, лайк, подписка на Аркана Визио и откровение в комментариях. В новом выпуске разберем, как синхронизировать точку сборки с ритмами планет и сыграть судьбой, как мелодии на струнах космоса. До встречи между вдохом и выдохом. Simen Aihan, Oelvendom Onkemen.